Всем привет! С вами Юлия Дерюгина, и мы с вами можем создать эту прекрасную радужную гортензию. Я приглашаю вас на свой новый мастер-класс. Здесь будет много новых технологий. Поехали! Для работы на нашем новом мастер-классе мы будем использовать практически всю палитру цветов Мунгyo профессиональной пастели, масляной. Вот такой желтый, номер 202, зеленый, темный зеленый, номер 230, светлый зеленый, номер 227, вот такой потемнее зеленый, номер 228 и такой синий-зеленый, номер 231. Теплые оттенки у нас 209 красный, розовый 210, фиолетовый вот такой 211 и темно-синий номер 219. Пойдем дальше. Мы будем использовать вот такую удобную тейп-ленту оливкового цвета. Она удобная, потому что тоненькая. Если такой нет, возьмите любую зеленую пастель, более светлую, и нужно будет порезать ее вот так на 3 части, чтобы она была тоненькая, иначе неудобно будет работать. Естественно, нам понадобятся губки. Запаситесь несколькими штучками, чтобы окрашивать, так как пастели много и она разная. Нам понадобится лак акриловый для покрытия. Вот такие вот красивые листочки будут у гортензии. Дальше мы используем молды. Вот такой молд универсальный можно использовать или любой другой молд универсальный, который у вас есть. Это молд листа гортензии, но он слишком большой, поэтому я взяла 2, чтобы делать большие и маленькие листья. И, конечно, нам понадобится молд самого лепестка гортензии. Если у вас есть молд, который отпечатывает сразу 4 и 5 лепестков, это будет намного удобнее. Проволочки нам понадобится много. Вот такая 0,6 мм. Очень тоненькая проволочка. Можно бумажные оплетки, можно без. Нам понадобится примерно 10 таких штучек. Они по 30 сантиметров. Вот такая плотная 0,10 мм проволока. Она для стебля, поэтому она нужна только одна. И вот такие вот маленькие тычинки. В принципе, можно использовать любые тычинки, какие у вас есть. У меня вот такие желтые. Выбирайте светлых оттенков. Здесь у меня 50 головок. Нам понадобится 4 таких набора. Ну и, конечно, ножницы. Фоамиран зефирный голубого или синего цвета. Любой розовый фоамиран зефирный, который вы не используете, мы будем окрашивать, который залежался. И, конечно, наш любимый иранский оливковый фоамиран. Клеевой пистолет. Стержень клеевой, губочка для молдов и утюг. Это все, что нам понадобится в работе сегодня. Первое, что мы сделаем, это отпечатаем наши лепестки гортензии на фоамиране. Нам понадобится целый полный лист фоамирана зефирного 1 мм синего и розового. Они идут, как правило, 50 на 50 сантиметров. Нам понадобится, не удивляйтесь, 240 таких лепестков. У меня получилось 60 головок гортензии и умножаем на 4, получается 240 лепесточков. Поехали! У меня получилось примерно 50 на 50. 50% голубых гортензий и 50 розовых. Окрашивать будем по-разному, поэтому здесь особо не имеет значения, сколько вы сделаете розовых, сколько голубых. Здесь уже все будет зависеть от вашей фантазии. Прикладываем молд гортензии на фоамиран. Так как молд очень маленький, я буду нагревать фоамиран, а не губочку. Итак, прикладываем, считаем до 5. 1, 2, 3, 4, 5. И резко отжимаем на молде. Это будет очень длинный день. Так, вот замечательно у нас получилось. Поехали дальше.
с листочками гортензии все гораздо проще. Нам понадобится всего 3 маленьких и 3 больших листочка. Все выкройки я вам подготовлю, сама буду вырезать на глаз. Поехали! Так, у меня будет 3 маленьких. Это я сейчас приложу. Также нагрею. Иранский фоамиран греется дольше, поэтому считаем до 10. И отжимаем на молде. То же самое проделываем с большим листом. Прикладываю, считаю до 10 и отжимаю на молде. Нам понадобится всего 3 таких листочка. Напомню еще раз. Хорошенько отжимаем. Вот такая красота получается. Вязать будем вот такие небольшие листья, они будут у самого основания шапки гортензии. И вот такие большие 3 штучки, они уже будут на стебле. Обратите внимание, маленький листочек у меня вот с такой длинной полосочкой. Потом объясню, зачем это нужно. Итак, поехали, вырезаем. Не переживайте, все выкройки я дам. Здесь я просто вырезаю на глаз. У вас будут выкройки, вы сможете по ним вырезать уже после отжима на молде. Маленький лайфхак. Для тех, кто любит вырезать на глаз, как я, просто сворачиваете лепесточек пополам. И тогда можно сделать абсолютно одинаковый лепесток с 2 сторон. Вот так получается. Девочки, у гортензии есть на листочке вот такие зазубринки. Вот они. Здесь я их уже сделала. Нам необходимо будет их прорезать на всех листьях, которые мы заготовили. Поехали. Прикладываем ножницы и немножечко уводим полукругом. Так. И потом под углом 40 градусов срезаем. Получается вот такая красивая зазубринка. Лучше всего проходиться по прожилкам. Там, где есть прожилка, там будет и зазубринка. Точно так же здесь. И проходимся по всему краю листочка. Вот такая красота получается. Я уже все это проделала с маленькими листочками. И осталось только 2 больших обработать. Поехали! Сейчас будет происходить волшебство. Мы просто прикладываем наши зазубринки к горячему утюгу, и они будут отопыриваться. Это очень интересно. Так, прикладываем. И обратите внимание, какие они уже стали. Вот. Здесь, да, совсем не такие, как с этой стороны. Здесь они уже становятся более реалистичными. Попробуем здесь пройтись. Все прожилочки нагреваются и смотрят в разные стороны. Вот такая красота получается. Теперь попробуем здесь. Сейчас выглядит так. И поехали. Ну все, вот такая красота.
Итак, превращаем вот такие листочки в вот такие прекрасные. У нас есть 4 мелка пастели, мы будем пользоваться ими по очереди. Ну и, конечно, акриловый лак. Прежде всего наносим на губку номер 227, самый светлый. Хорошенечко наносим на губку и проходимся по средней прожилке. Хорошенечко окрашиваем, он очень светлый, поэтому окрашиваем хорошо, чтобы его было видно. Вот таким образом. Проходимся по всем листочкам, по средней прожилке. Добавляем цвета, если нужно. И хорошенько прокрашиваем. Так. Прям посильнее. Можно даже пройтись пастелькой, если совсем не видно. Вот так уже получше. Следующий шаг, мы наносим на другой край пастели следующий цвет, это у нас 228. Хорошенечко наносим и начинаем в разные стороны от центра окрашивать наш листочек. И таким образом у нас будет легкий переход цвета от более светлого к темному. Обратите внимание, прожилки у нас остаются оливкового цвета, так и должно быть. Наносим побольше там, где этого нет цвета, аккуратненько. И следующий берем самый темный, это у нас 230, наносим его на эту же губку, ничего страшного, пастель перемешается, и уже проходимся по самому краю. Прожилки, чем темнее пастель, тем лучше высвечиваются светлые прожилки, это очень красиво. Обязательно хорошенько проходимся по торцу, тоже не забывайте проходиться, потому что торец светлый, его будет очень видно и заметно. Прокрашиваем полностью, аккуратно, делаем переходы цвета. И если это необходимо, можете по краю пройти самый вот такой темной пастелью 231, просто немножечко, например, здесь добавлю, сюда чуть-чуть, немножко по самому краю, в разных местах, не обязательно полностью проходиться, просто чуть-чуточку добавить этой темной пастели. Ну и, конечно же, мы окрашиваем полностью заднюю сторону листа в 230 номер. Просто проходимся и хорошенько плотно окрашиваем. Все то же самое мы делаем с нашими и маленькими листиками, и большими. Проходимся, хорошо окрашиваем. Вот такая вот ступенчатая тонировка у нас получилась. Там, где хотите, можете добавить перехода цвета, еще чуть-чуть где-то пройтись. И, наконец-то, что делает наши листочки волшебными, так это лак. Наносим полностью сверху лак, тем самым пастель будет переходить более плавно, она перемешается, и цвет будет красивый, глянцевый. Просто полностью окрашиваем, ну, наносим, точнее, акриловый лак, и наш листочек заиграет новыми красками. Вот так заиграл сразу наш лист. Единственный момент, вот сюда на серединку мы не наносим лак, так как потом будет очень сложно склеить и вклеить нашу проволочку. Поэтому наносим лак только до сюда. Вклеиваем наши листья в проволоку для того, чтобы можно было удобно крепить к стеблю. Итак, отрезаем примерно 5 сантиметров. У меня это будет вот так выглядеть. Здесь примерно 2-2,5 сантиметра. Здесь будет вход в стебель. Итак, наносим клей прямо в центровую прожилку. Вот сюда. Вводим проволочку и закрываем ее. Вот таким образом. Плотненько закрываем, так, чтобы она перекрывала всю проволоку. Аккуратно. Далее здесь тоже сделаю. Не обожгитесь, клей горячий. Так, вклеили. Теперь, как видите, нам нужно убрать излишки клея. Это очень легко с помощью ножниц. Мы все это убираем аккуратно.
Сейчас я еще доклею. Убираем излишки. Вот такой аккуратный литончик у нас получился. Можно еще немножечко докрасить при необходимости нашей пастелью, пройтись с двух сторон. Вот так. И все. Вот таким образом мы вклеиваем проволоку в наши листики. Очень красиво и аккуратно. Вот все листочки я вклеила. У меня получилось 4 маленьких и 3 больших. Мы немного отвлеклись на листья. Пришло время заняться лепесточками. Итак, вырезаем по молду. Темные у нас будут на синем, светлые на розовом. Итак, вырезаем по молду. И дальше я вам подготовлю выкройку, потому что лепестки будут меньше, чем размер моего молда. Выкройки все я вам подготовлю. Сама буду вырезать на глаз. Поехали! У нас будет несколько вариантов тонировок, я вам сейчас покажу. Вот фиолетовый с желтым, розовый с желтым. Вот он здесь более ярко выражен. Также будет синий с фиолетовым, фиолетовый с розовым, фиолетовый с синим, синий с желтым. Вот, пожалуйста, фиолетовый с желтым и фиолетовый с розовым. Здесь у меня очень много разных вариантов. Я вам покажу каждый из них. И дальше вы уже сможете сами, опираясь на свою фантазию, собирать вот такую красивую радужную гортензию. Поехали! Начнем с самой темной гортензии, которая у меня есть. Это синий и фиолетовый. Вы можете варьировать, делать снизу синий, сверху фиолетовый или снизу фиолетовый, сверху синий. Здесь уже все будет зависеть от вашей фантазии. Поехали! Итак, наносим на пастель темно-синий цвет 219 и проходимся по контуру нашего лепестка. Вот здесь хорошенечко растушевываем и наносим темно-синий цвет. Самый темный цвет мы используем для окрашивания полностью тыльной стороны лепестка. Это тоже обязательно нужно сделать. Не забывайте про торец, его нужно хорошенько прокрасить, иначе будет виден цвет фоамирана, который был изначально. На всех лепесточках это обязательно нужно делать. Прокрашиваем торец. Вот уже получился красивый синий цвет. Мы ушли от натурального, вот смотрите. И теперь мы наносим второй цвет, фиолетовый. Он более светлый относительно синего, конечно. Номер пастели 211. И растушевываем к низу от синего фиолетовый. От синего сверху фиолетовый. Можно перевернуть, попробовать вверх, протянуть фиолетовый. Должен получиться градиент от светлого фиолетового к темному синему. Вот таким образом. Я специально подложила яркий лист бумаги, чтобы было видно, как мы красиво тонируем. Это один вариант. Переходим к следующему. Здесь мы будем использовать желтый, фиолетовый и синий. Желтый у нас номер 202, фиолетовый 211 и темно-синий 219. Начнем с самого яркого желтого. Внизу наносим. Я называю эти лепестки Анютины глазки, потому что они мне их очень сильно напоминают. Желтенький. Теперь берем фиолетовый, вытягиваем его вверх от желтого. Тут немножко перемешивается, да, получается уже интересный вариант. Движемся
Движемся к краю лепестка. Ну и, конечно, край лепесточка у нас будет более темный, синий. Мы как бы запечатаем цвет здесь вот такими прихлопывающими движениями. Так цвет становится намного ярче и лучше переносится на фоамиран. Обратите внимание, градиента практически не видно, но он есть. От желтого, фиолетовый в темно-синий. Не забываем обязательно проходить торец, да, темно-синим. И обратную сторону лепестка тоже нужно прокрасить. Я прокрашиваю синим здесь. Это у нас был второй вариант тонировочки. Вот был первый, обратите внимание, разница, конечно, очевидна. Вот так. Синий и фиолетовый мы будем использовать на розовых лепестках, он смотрится совершенно по-другому. Итак, наносим прежде всего фиолетовый, он будет у нас снизу вот здесь. Хорошенечко прокрашиваем розовый. И дальше наносим синюю пастель и от фиолетового идем вверх. Тоже получается интересный, необычный цвет. От фиолетового к синему. Обязательно прокрашиваем торец, это тоже необходимо, потому что розовый будет видно. Хорошенько прокрашиваем, переворачиваем. Ну и, конечно, самым темным цветом, как я говорила, да, мы прокрашиваем внутреннюю часть лепестка. Это был следующий вариант. Не забываем протягивать от фиолетового к синему, чтобы цвет изменился. Вот обратите внимание, у нас было на синем как, да, и на розовом тоже совершенно по-другому смотрится и очень красиво, с такими полутонами. Следующий вариант на розовом у нас будет желтый с фиолетовым. Сначала наносим желтый. Здесь прям можно обильненько. И далее мы переходим в фиолетовый цвет. Прямо здесь его нанесу. И будем переходить от желтого к фиолетовому. Вот таким образом аккуратно делаем протяжку цвета уголочком. Просто вот здесь вот уголочком нашей губки. Желательно там, где она не совсем замаралась пастелью. Иначе цвет будет переходить на желтый и может желтый закраситься. Поэтому уголочком, который не грязный у нас, просто протягиваем цвет. Ну и, конечно, здесь ближе уже к концу нашего лепестка можно сделать потемнее. Добавляем пастельку. Ну и, конечно, проходимся по торцу. Это тоже запечатывает наш лепесточек. Аккуратно проходимся. Здесь, конечно, на краю должно быть потемнее, фиолетового побольше. Вот так. И обязательно прокрашиваем здесь с обратной части лепесточка. Угу. Вот такая красота у нас получается. У нас будет розовый и фиолетовый. Здесь можно также делать снизу розовый, сверху фиолетовый, либо снизу фиолетовый, сверху розовый. Тоже будет очень интересно. Вот такой в одной сборке из 3 головочек гортензии можно сделать абсолютно разную тонировку. Тоже будет интересно. Итак, начнем с красного, номер 209. Он будет у нас в самом низу, вот здесь. От такого красного яркого мы будем переходить к розовому. Наносим розовый. Номер 209, по-моему. Уже стерся весь. Так, поехали. Переходим от темно-красного к ярко-розовому. И на конце у нас будет фиолетовый. Ну, номер фиолетового вы уже знаете, 211. Так, проходимся на конце. Очень хорошо и плотно наносим цвет, потому что это самый яркий. Хорошенько. Ну и, конечно, делаем протяжку цвета. Опять чистым уголочком нашей губки. Чем ярче вы сделаете на конце нашего лепестка фиолетовый, тем лучше будет и ярче смотреться сам лепесточек. Вот таким образом. Здесь, конечно, не забываем тоже торец. Все это окрашиваем. И обратную сторону лепесточка тоже. Аккуратно, красиво. Вот получается у нас вот такое буйство красок. Очень много уже мы сделали разных, абсолютно.
лепесточков. Но видно, что они из одной головки гортензии. Ну и самый мой любимый яркий вариант — это розовый с желтым. Итак, берем желтый, наносим хорошенечко. Желтый у нас будет снизу. Вот здесь вот лепесточка. Аккуратно. Прям обильно тоже наносим, довольно много желтого. И дальше берем розовый цвет 209. И можно взять и 210 тоже, можно их смиксовать. И теперь будет протяжка цвета от желтого к розовому. На стыке цветов должен получиться яркий оранжевый цвет. И на краю, конечно, розовый. Вот я возьму чистенький уголочек губки и буду теперь протягивать желтый в розовый. Таким образом у меня получается яркий оранжевый на стыке цветов. Это очень-очень красиво. Вот такая красота получается. Ну, здесь, конечно, закрываем лепесток, да, запечатываем, как я это называю, плотным цветом. И тогда на краю лепестка розовый становится еще ярче, еще красивее, и градиент будет еще сочнее. Вот такая красота получается. Ну, здесь, конечно, окрашиваем полностью тыльную сторону. Как рассчитывать по сборке? Я рассчитывала из 60 головок, то есть у меня получается примерно 20 самых темных синих, примерно 20 фиолетово-розовых и примерно 20 вот таких вот головок розовых с желтыми. Синие будут в самом верху, да, в голове, далее переходят в фиолетовый, и в самом низу будут вот такие розовые лепесточки. Примерно таким образом будем собирать нашу гортензию. Так что рассчитывайте при окраске из расчета примерно по 20 головок. Собираем сердцевинку нашей гортензии и полностью собираем головки гортензии. Итак, отрезаем проволочку 0,6 мм, примерно 5-6 сантиметров, и берем наши тычинки. Я беру 2 сразу, отрываю, то есть получается 4. Вы, наверное, заметили, что тычинки у гортензии состоят из такого квадратика, из 4 маленьких вот таких тычинок. Сейчас мы попробуем собрать их и создать реалистичную сердцевинку нашей гортензии. Итак, соединяем 2 тычинки. Обязательно они должны быть на одном уровне. Наносим клей. Аккуратно, тихонечко. И я вот так зажимаю пальчиками, чтобы они склеились хорошенько. Можно даже прокрутить. Так. Главное, чтобы они были ровные. Далее чуть-чуть наносим клей в серединку немножко и вклеиваем нашу проволоку. Просто вот сюда вставляем и точно так же зажимаем пальчиком, чтобы проволока в середине приклеилась. Излишки клея мы потом уберем. Наша задача сейчас составить ровный квадрат из 4 тычинок. Итак, следующие тычинки точно так же склеиваем. Аккуратно, чуть-чуть наносим клея совсем немножко. И вот таким образом ровно склеились еще 2 тычинки. Теперь самое сложное, собираем их в квадрат. Вот так должно получиться. Наносим клей. Таким образом, чтобы наша проволока была в серединке между тычинками. Вот сюда. Сейчас оно будет все ездить из-за клея. Поэтому будьте аккуратны, не обожгитесь и старайтесь сделать ровненько. Итак, я добавляю, зажимаю пальчиками, и получается вот такой ровный квадратик. Вот так должно быть. К этому мы с вами стремимся. Все, по-моему, получилось идеально. Далее нужно, конечно, отрезать все лишнее. Это ниточки от наших тычинок. И, конечно, излишки клея тоже нужно убрать. Спокойненько ножницами отрезаем. Это очень быстро. Далее мы здесь все перекроем тейп-лентой, поэтому можете не переживать.
Окрашиваем нашу сердцевинку. Здесь можно использовать розовый или желтый. Я на примере розовых с желтыми буду показывать вам сборочку. Ну а смотрите, здесь у меня и темные есть сердцевинки, и светлые, и желтые тоже. Здесь уже все зависит от вашей фантазии. Как вам больше понравится, так вы можете, таким цветом можете и окрашивать сердцевинку. Вот. Фиолетовые, соответственно, более темные. Розовые, соответственно, более светлые. Но здесь уже все зависит от того, как вы будете собирать, какими цветами. Вот так. Синие, конечно, более темные сердцевинки, да? Ну, более светлые цвета мы окрашиваем все теми же мелками пастели, просто в зависимости от того, как мы собираем наши головки гортензии. Сборка. Это тоже очень интересный момент. Мы переворачиваем лепесток, наносим капельку клея вот сюда, к основанию. И очень быстро зажимаем вот так. Раз. И вот так два. Вот таким образом у нас получается лепесточек гортензии. Здесь, как правило, остается клей. Он тоже выпадает. Поэтому отрезаем лишнее. И, конечно, излишки клея тоже нам не нужны. Мы от них избавляемся. Так, супер. Вот такая красота должна получиться. Прижимаем здесь, для того, чтобы гортензия не смотрела лепестками вверх, а была именно параллельно земле. Тоже наносим клей вот сюда. Теперь чуть-чуть, маленькую капельку. И прикладываем с одной из сторон нашего квадрата тычинок. Прикладываем, зажимаем. Теперь будем по квадрату клеить. То есть следующее будет здесь, потом здесь и здесь. Поехали. Следующий шаг — это тейпирование нашего стебля шапочки гортензии. Итак, отрываем кусочек тейп-ленты и начинаем тейпировать. Аккуратно, можно с серединки начать, так будет удобнее. Аккуратно прокручиваем. И здесь внимательно вот так обходим все лепестки и перекрываем все неровности, шероховатости, там клей и так далее. Все, что у нас образовалось при склейке. Работа очень сложная, поэтому аккуратно, не торопитесь. Прокручиваем, создаем тем самым чашелистик, тут такой бутончик для шапочки нашей гортензии. Ну и, конечно, стебель тоже аккуратно прокручиваем. Вот такая красота получается, больше уже ничего не видно. Так, теперь просто расправляем лепестки аккуратно и вуаля! Все очень красиво, ничего больше не видно. И такой нежный цвет получился у нашей гортензии. Переходим к сборке соцветий. Они у меня вот так по 3 собираются. Сейчас расскажу особенности сборки. Итак, берем гортензию, расправляем все ее лепесточки. Обязательно прикладываем вторую и, внимание, размещаем лепестки чуть-чуть на разном уровне, для того, чтобы ничего не пережималось, они вот так вот не мешали друг другу. Именно поэтому мы размещаем их на разном уровне. Вот такой небольшой секретик я вам рассказываю. Прикладываем так, чтобы ничего не перекрывалось. Вот, обратите внимание, один ниже, один выше. Тейп-лентой все это фиксируем. Так, аккуратно, можно не очень близко, потому что иначе они будут друг другу мешать. И берем точно так же третий, но я сделаю его чуть пониже, вот так мне будет удобно. То есть все соцветия должны не соприкасаться друг с другом, не должны друг друга ущемлять никаким образом и находиться на разном уровне. Только тогда они не будут перекрывать друг друга и друг другу мешать. Вот такой секретик и лайфхак. Собираем все по 3, и дальше будет сборка шапочки.
Итак, стебель, конечно, тоже обрабатываем тейп-лентой обязательно оливкового цвета, чтобы все было одинаково. Чуть-чуть прокручиваем и начинаем сборочку на стебель наш. Итак, прежде всего мы собираем синие головки. Они вот у нас в самом верху, так как они самые темные. Поехали, просто прикладываем по 3. Рассматривайте, где цвет больше подходит. То есть вот таким образом все лепестки у нас разные, все индивидуальные, поэтому мы собираем просто на глаз от темного к светлому. Поехали! Собрала вот такую красоту. Нам нужно будет сейчас немножко увеличить ширину стебля. Для этого просто возьмем любую тейп-ленту, какая у вас есть, и нарастим объем. Таким простым легким способом я очень сильно увеличила объем нашего стебля. Просто прокрутила тейп-ленту по много слоев. Ну, сейчас еще последний докручу. Здесь у меня, видите, какой был объем, и здесь уже тоже стало практически одинаково. Докручиваем, и можно уже добавлять листья. Прежде всего выравниваем цвет тейп-лентой и будем добавлять листья. Поехали! Итак, последний штрих. Вводим наши листья к стеблю гортензии. Сначала берем самые маленькие, их мы располагаем прямо под шапочкой гортензии. Вот так, чуть-чуть. Размещаем крест-накрест, то есть с этой стороны. Далее сюда идем, то есть друг напротив друга. И следующий рядочек будет вот так вот, крестообразно, но ниже уже по стеблю располагаются эти лепестки. Поехали! Крест-накрест ввели первые лепесточки, и дальше также друг напротив друга вводим большие листья нашей гортензии. Последний штрих. Наносим на губку пастель номер 227 и номер 228 и чуть-чуть обрабатываем наш стебель, чтобы он не был таким светлым.
Вот такая красивая, объемная, настоящая гортензия у нас получилась. Всем приятного творчества. Пока-пока!